Итак, добро пожаловать в Сеул, ну точнее в Инчон, но в Корею. Всем привет, меня зовут Катя Глоба, и недавно я была в Корее, так что хочу показать вам мои видео оттуда. Боже мой, черт, если честно, я мало что наснимала, потому что я просто кайфовала и наслаждалась жизнью. Но, тем не менее, кое-что у меня есть для вас. Так что устраивайтесь поудобнее и вернемся на 13 часов назад. Да, ребят, на 13. 넌 외로운 곳 차갑게 여는 눈빛 깊숙이 숨은 별빛 그 짙은 어둠 속 긴 잠에 빠진 너를 깨워낼 수만 있다면 멀리 찬란하게 뻗은 빛을 따라와. Короче, я в аэропорту Борисполь. Взяла билет. Мне лететь часов 10. 3 часа до Хельсинки и почти 9 часов. Мне лететь 13 часов. Ну ладно. Это Сеул. 찬란하게 뻗은 빛을 따라와 여기 차오르는 눈부심을 느껴봐 너의 세상에 내가 닿을 때 깨어나 너를 피워내 손을 내민 널 지키러 이곳을 찾아 헤맸던 너를 위한 savior 아무 손 내가 손을 잡을게 a lifesaver 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 이대로 가면 우린 다시 못 봐 비행기 떠나면 난 잘 지낼게 넌 꼭 잘 지내야 되라고. Перелет прошел очень быстро. Я сидела рядом с кореянкой, я ей сказала «Аньонсео», она такая «О, ты знаешь корейский?» Я такая «Да». Ну а потом она втычила в свой телефон, и на этом наше общение закончилось. Офигеть. Мне уже тут нравится. Аэропорт очень красивый. Ой, мне так нравится вот эта вот имитация северного сияния. О, блин. Красота. Это ж уже не Украина. Аэропорт Хельсинки мне запомнился тем, что он был по-настоящему рождественским, очень красивым, и там было очень много китайцев. Но особо долго мне тусоваться там не пришлось, потому что у меня было всего лишь 1,5 часа между рейсами. Так что, не успев отойти от моего первого перелета, я тут же побежала на свой следующий рейс в Сеул. Из Хельсинки в Сеул я летела финской авиалинией Finnair. Если честно, мне очень понравилась эта авиалиния, потому что самолет был очень большой, очень удобный. Там давали наушнички, косметичку с вещами первой необходимости. Также у каждого был свой личный телевизор. И там можно было посмотреть все, что угодно. Были даже фильмы на русском. Так что полет в 9 часов прошел довольно комфортно, но я не спала ни минуты. Добро пожаловать в Сеул, ну точнее в Инчон, но в Корею. Я получила свой багаж, вот он, сзади меня стоит. Я ждала его, и мне милые корейцы помогали. Мне вообще сегодня корейцы очень сильно помогают. И блин, я не верю. На самом деле я надеялась уже увидеть кучу айдолов. За 2 минуты моего пребывания в Корее еще не увидела ни одного айдола. Зря приехала. 너의 모든 걸 감싸낼게 입술이 다
приехала, и первое, что я увидела в Сеуле, это башня N-Tower. Офигеть. Я потерялась. Первая ночь в Сеуле проходит без сна. Сейчас 2:49, и я не могу уснуть. Я уснула где-то часов в 9 вечера, поспала до 11 и проснулась от дикой жары. Реально мне жарко, у меня кожа вся жирная, очень-очень жарко. А теперь я включила кондиционер, и мне очень холодно, я не знаю, что мне делать. Я не могу уснуть. В итоге я включила телек, а там I'm Pretty Rap Star. Первая ночь в Сеуле проходит очень весело. Завтра хочу... Вообще я хотела завтра пойти к горе Намсан, к башне N-Tower, но еще я очень хочу завтра пойти и найти кафе, где делают сок. Я нашла в Сеуле 2 таких места, там делают сок холодного отжима. Хурам кафе называется. Хурам, я не знаю, как правильно. Но, в общем, я хочу туда пойти. Хочу свежевыжатых соков, не могу, очень сильно хочу. Я вообще ничего не ела, кроме фиников за весь вчерашний день. Мне просто вчера как-то... Я настолько была впечатлена Мёндоном и косметикой. Я ходила, шопилась. Только когда уже пришла в мою комнату, я поняла, что я не ела ничего. С самого утра. Пара фиников и все. И то у меня сейчас даже вода заканчивается. Мне было так лень идти куда-то, поэтому я теперь так, не знаю, голодаю. Голодовка, голодуха. Волосы вообще ужасно выглядят. У меня нет расчески, я забыла, точнее, я намеренно забыла расческу в Киеве. Я подумала о том, что я приеду, и я что, не куплю себе расческу? Я забыла про расческу, я даже шампунь, ничего нет. Но слава богу, что здесь есть шампунь и даже кондиционер для волос. И даже фен есть, он такой няшный. Он как, я не знаю, как игрушечный, но он дует и сушит волосы, да. Под этим гестхаусом, по-моему, находится какой-то ресторан мясной. Поэтому в мое окно залетают не самые приятные запахи, я бы сказала. Но вообще, на самом деле, весь Сеул так пахнет. Я у какого-то блогера слышала, что ему не нравится в Сеуле, и он говорил, что ему не нравится запах Сеула. Я тогда вообще не поняла, о чем он говорит, запах Сеула, как, что может не нравиться. Ну, теперь я поняла, о чем он говорит. Ну, я не скажу, что весь Сеул плохо пахнет, но просто местами вот эта вся еда уличная и не уличная, вообще какие-то, в общем... Тут вакханалия запахов, очень много всего, все воняет, пахнет, воняет, не знаю. Я знала, куда я еду, поэтому я не жалуюсь, нормально. Я только что искала в гугле how to make friends in Korea. Как подружиться, типа, с кем-то в Корее. Мне выдало сразу встречи для иностранцев, языковые. Ты приходишь, там общаешься с иностранцами, и корейцев там много тоже знакомишься. Ну, вроде прикольно. Я помню, Костя Пак как-то рассказывал в своем видео о такой штуке. Еще нашла что-то быстрые свидания. Ну, в общем, короче, кучу всего нашла, но как-то ничего из того, что я нашла, особо не впечатлило меня и не завлекло на знакомство и на дружбу с корейцами. У кого плохая кожа, кто-то, может, не знает, но еще на состояние кожи влияет очень сильно сон. Потому что, когда мы спим, то наш организм, он обновляется, регенерируется, кожа восстанавливается, и все. Организм отдыхает. А если мы ночью не спим, ничего у нас не обновляется, не регенерируется. Вот.
И если мы наедаемся на ночь тоже, вся энергия уходит не на обновление, а на переработку еды. То есть наедаться на ночь нельзя, может посыпать тоже. Недосыпание — это стресс, от стресса тоже сразу плохая кожа. Поэтому, честно говоря, у меня вообще сбился режим сна. Я не сплю ни по киевскому времени, ни по сеульскому времени, и ни по какому времени не могу уснуть. У меня бессонница. Ладно, буду я пытаться уснуть, потому что нет выхода. Ну, то есть нет выхода, надо спать, блин, потому что я планировала встать завтра в 7 утра. Послезавтра мне на учебу. Я не знаю, я и переживаю, и нет, мне просто интересно, как это все будет происходить. И, кстати, классно, что будет учеба, я с кем-то познакомлюсь, потому что так, я не знаю, грустно. Может, даже и хорошо, если кто-то ко мне приедет сюда жить. Но опять же, как обычно, ты всегда ждешь, что ты познакомишься с классными людьми, а бывает... Хотя нет, у меня всегда все классно. Ладно, все. Спокойной ночи. Всех люблю. Привет вам из мясно пахнущей Кореи. Буду пытаться спать. Пока. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте пальцы вверх, комментируйте и спите, пожалуйста. Пожалуйста. Спите.